изготовили. Шириной 2,20 и высотой 2,20. Блин, мы находимся в ГАИ во Владыкино. В полевых условиях пытаемся снять репортаж. Всякие... Сука, ну что за люди, а? Всем привет, друзья! Этот день настал. День, когда мы вам рассказываем о Форде Транзите со сдвоенной кабиной. Это уникальная разработка Нижегородского завода, которая теперь доступна для заказа в нашем автосалоне и может быть собрана с любой надстройкой. Наш автомобиль составил бюджет 3 миллиона 100 тысяч рублей. Что в эти деньги мы туда надобавляли, мы сейчас вам и расскажем. Понеслась. В январе в нашу компанию обратился заказчик, которому было необходимо перевозить бригаду рабочих, иметь грузовой отсек, а также грузоподъемный борт. Все это дело мы скомпоновали, составили коммерческое предложение и приступили к сборке автомобиля. За основу базового шасси мы взяли давно полюбившуюся нам модификацию Ford Transit 470. Большое количество обзоров вы уже на нашем канале посмотрели, поэтому подробно останавливаться на технических характеристиках мы не будем. То есть это Ford Transit 470, единственная модификация, 155 лошадиных сил и базовая комплектация автомобиля. Из дополнительных опций самого автомобиля здесь есть штатная магнитола. Все остальное туда мы доустановили. Эпицентром внимания нашего автомобиля, конечно же, является сдвоенная кабина, так называемый Double Cab. Первая часть остается штатная, которая выпускается заводом-изготовителем. Там ничего не меняется, все штатное, все вам уже давным-давно знакомое, много раз пересмотрено. Самое интересное — это вот эта вторая часть кабины, которая представляет собой металлический каркас с пластиковым обрамлением, окрашенным и установленным, естественно, в заводских условиях. Эта конструкция была разработана у нашего завода-партнера в Нижнем Новгороде, апробирована, на это дело получены разрешительные документации, и теперь все это хозяйство доступно для вашего заказа. Более подробно мы сейчас с вами заглянем внутрь. У второй части нашей кабины доступна всего лишь одна правая дверь. Сделано это, естественно, с целью безопасности, чтобы с левой стороны никто не вышел и не совершил тем самым какой-то там ДТП от проезжающей машины, либо что-то еще. Поэтому доступна одна правая дверь. Потому что, когда мы получили первые фотографии с завода, там на этих фотографиях была отображена левая дверь. Но когда мы присмотрелись, эти товарищи взяли правую фотографию с дверью, отобразили ее в левую сторону, и тем самым мы чуть было не попали в неприятную ситуацию, когда вроде бы по фотографиям доступна левая дверь, получив готовый автомобиль, у нас оказалась только правая дверь. Поэтому учтите этот нюанс и себе запомните, что доступна только одна правая дверь. Заглянув внутрь, вы можете увидеть здесь достаточно простую компоновку. Ничего сверхъестественного на заводе не делают, кроме как ставят четырехместный диван, делают заливной пол, кладут пластик, небольшие отбортовочки, ручки и обшивают потолок тканью. В качестве небольшого бонуса для нас на заводе был изготовлен также вентиляционный люк. Сейчас вы посмотрите. Заглянув внутрь пассажирского отсека, вы можете обнаружить 4 сиденья с ремнями безопасности. Сами сиденья не имеют никаких регулировок. Они, как у нас говорят в народе, как скамейка, жесткие. Сами чехлы пошиты максимально похожи на штатные сиденья первого ряда. Поэтому создается ощущение, что вот как будто бы чуть ли не родные. Вот. Здесь вы можете обнаружить, что эту часть кабины разрезали, сделали более широкой и заменили это стекло, установив сюда дополнительное окошко, чтобы была связь между первым и вторым рядом сидений.
В качестве приятного бонуса на заводе установили для нас, хотя мы не просили, вентиляционный люк. В штатном исполнении идет обшивка потолка, светодиодный, наконец-то, светодиодный светильничек, который обычно ставят обычные галогеновые. Из приятных мелочей здесь вы можете обнаружить вот такой огромный рундук, место хранения, внутрь которого по желанию заказчика мы дополнительно установили автономный воздушный отопитель отсека марки Planar мощностью 2 киловатта. Для того, чтобы им было удобно управлять, вот на эту часть мы установили пульт управления. При этом, при изготовлении этого отсека для его обогрева во время движения на заводе была предусмотрена установка жидкостного отопителя, который завязан в общую рубашку охлаждения двигателя, воздушные выводы от которого сделаны вот в этой части. То есть через эту часть, через вот эти люки поступает сюда теплый воздух, когда двигатель заведен. Если двигатель не заведен, то, пожалуйста, пользуйтесь феном Planar. Наша единственная дверь пассажирского отсека максимально проста. Имеется ручка-поручень, ручка открывания дверей и клавиши открывания и закрывания, блокирования всех дверей, чтобы не приходилось, если вы будете, например, здесь ночевать, спать, то не приходилось бежать или каким-то образом с центрального замка закрывать автомобиль. Кнопочку нажали, двери заблокировались, легли, поспали, встали, обшивку почесали, дверь закрыли. Под пассажирскими сиденьями первого отсека как раз таки и располагается в этом месте наш жидкостной отопитель второго отсека. После того, как мы установили сюда вот эту нашу часть кабины, у нас остается монтажная длина рамы, которая позволяет сюда нам поставить фургон, который попросил наш заказчик, с размерами. Длина 3,20, ширина 2,20, высота 2,20. В пересчете это получается 15,5 кубов по наружным габаритам, внутренний объем порядка 13 кубов, высота штатная 2 метра, здесь 2,20. По желанию нашего заказчика мы высоту немножко приподняли, поэтому если для вас внутренний размер фургона имеет значение, то сразу нам об этом сообщайте. Сюда мы установили изотермический фургон толщиной стенок 50 мм, производства завода СТ Нижегородец. Также по ТЗ у нас была необходимость в этой части изготовить боковую дверь. Соответственно, что мы и сделали. Эта дверь оснащена специальной лестницей и поручнем, фиксатором двери в открытом положении молоточкового типа. Выглядит все это дело вот примерно таким образом. Вот проем во всю высоту. То есть подъем внутрь фургона очень удобный. В качестве обшивки фургона здесь использована плакированная сталь, обрамление оцинкованная сталь, тоже плакированная. Задняя рамка фургона также из окрашенной оцинкованной стали. Третья важная составляющая нашего полнокомплектного автомобиля – это гидроборд. По желанию заказчика сначала в процессе обсуждения мы выбрали модель Bar Cargolift 750S2, то есть грузоподъемностью 750 кг. Но потом, когда выяснилось, что высота платформы 1440 мм нашего клиента не устраивает, мы поменяли модификацию на модель 1000S2, у которой высота платформы на 200 мм выше. Это было очень важно для нашего заказчика, потому что ему была необходима рабочая платформа шириной 1600 мм. Соответственно, эту модель Bar Cargolift 1000S2 сюда мы и установили. Когда речь идет об установке гидроборта, в обязательном порядке мы либо в заводских условиях на портале задней двери изготавливаем специальный упор
Либо, если завод нам этот упор не изготовил, то мы при монтаже гидроборта устанавливаем вот такую площадочку, называется Cargo Bridge, которая позволяет вам, когда гидроборт, чтобы упирался вот в эту часть, и иметь, после того, как гидроборт в поднятом состоянии, иметь ровную поверхность, чтобы ваша рохла или тележка сюда не проваливалась. Выглядит это вот так. Гидроборт имеет два устройства управления. Вот это штатные рычажки, плюс специальные кнопки на самой платформе. То есть вы загрузили какую-то тележечку, придерживаете ее, встали аккуратненько ножками, пяточками нажали и поднялись в одном положении и в обратном положении спустились. Тем самым, например, как у Даландии, кому-то может быть удобно, а кому-то может быть и неудобно иметь пульт, который подключается к фургону. Поэтому тут личный выбор каждого. Вот, соответственно, давай, дорогая, опускайся. Наш мостик является упором не только в рабочем положении, но и в транспортном положении. Потому что гидроборт во время закрытого положения движения упирается нижней частью сюда, а верхней частью вот в эти ролики. Тем самым имеет 4 точки опоры. Задние распашные двери нашего фургона самые что ни на есть простые и стандартные. В качестве обшивки используется снаружи блокированная сталь, фурнитура дверей оцинкованная сталь. Есть возможность фиксации их в закрытом положении с помощью навесных замочков. В стандартном исполнении присутствуют фиксаторы дверей в открытом положении молоточкового типа. Все стандартное, все, ничего сверхъестественного здесь нету. Заглянув внутрь, мы с вами увидим, что в качестве обшивки фургона внутренне используется обычная, самая стандартная оцинкованная сталь. Настил пола, сетчатая фанера. Отдельной фишкой Нижегородского завода по производству фургонов является то, что они практически во всех фургонах на полу устанавливают такелажные петли. У многих заводов это идет в качестве дополнительного бонуса, не бонуса, а в качестве дополнительной опции. А у нижегородца это в качестве стандартного исполнения. 4 пары такелажных колес. Я думаю, это полезная и нужная вещь. Изотермический фургон из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. В качестве утеплителя используется пенополистирол. Уплотнитель дверей задних и одной боковой трехлепестковый. Вот в таком исполнении. Ну, конечно, не самый топовый, который представлен у нас на рынке. Ну, такой среднячок. Ничего сверхъестественного внутри тоже нет. Наши внутренние размеры позволяют разместить здесь 5 европалет по полу. Если бы вот длина рамы позволяла и мы добавили сантиметров еще 20, то при внутренней длине 3,25 у нас бы получилось уже 6 европалет по полу. Но, к сожалению, конструкторский отдел завода Нижегородского такой размер не пропускает, потому что очень и очень большой задний свес. Поэтому довольствуемся тем, что внутренние размеры нашего фургона 3,09, ширина 2,09, высота 2,05. В пересчете это порядка 12,5 кубов внутреннего размера. Настил пола, сетчатая фанера. По вашему желанию здесь может быть и заливной пол, и рифленый алюминий, и какие-то другие опции. Я в каждом видео их перечисляю, поэтому очень важно при продумывании такого автомобиля лично под себя все нюансы и все мелочи, которые для вас важны, обязательно с нами проговорить и нам их передать. Тогда мы сможем вам их здесь воплотить, чтобы вы получили максимально функциональный вариант автомобиля для вас. Плафон, кнопочка включения света находится в этом месте. Плафон у нас один, светодиодный. Пацаны на БМВ вот тут катаются, рисуются. Цвет у них золотистый, ништяк. М4. Ну ничего, такая, да, пойдет. С пивком потянет. Под пиво пойдет. Вот. Соответственно, так как наш клиент будет эксплуатировать автомобиль и на югах, и на северах, он попросил нас дополнительно здесь установить тоже дизельный, автономный
воздушный отопитель фургона. Пульт управления размещается в кабине рядом с водителем, и там задается нужная температура. Фен мы разместили здесь. Это в 90% случаях печку мы ставим в этом месте. Но когда заказчик принимал у нас автомобиль, выяснилось, что он предполагал, что мы поставим здесь. И у нас произошла небольшая нестыковочка, потому что в этом месте он предполагал размещать какое-то оборудование, стеллажи, и сейчас он будет думать, как теперь обыгрывать. Поэтому, товарищи, очень важно нам доподлинно и детально сказать, если для вас это важно, где, как, что вы бы хотели, чтобы мы разместили, чтобы у нас потом не было нюансов, вот именно с местом размещения. Вот стандартный изотермический отсек. Если для вас изотермический отсек не нужен, мы можем поставить сюда промтоварный фургон, бортовую платформу, рефрижератор для кейтеринговых компаний, вот, какие-то полки, такелажные ленты, алюминий. Все для вас, все под ваши нужды и желания. Каждый раз, продумывая полнокомплектный автомобиль, естественно, мы большое внимание уделяем его технической составляющей. Продумываем. Что я имею в виду? Изотермический фургон, гидроборд очень тяжелый, вторая часть кабины, плюс груз. Даже несмотря на то, что у нас там трехлистовые рессоры, что грузоподъемность у нас заявленное шасси 2 тонны 700 килограмм, чтобы клиент в спокойном режиме мог вот в этом собранном виде перевозить хотя бы там до 1,5 тонн груза, естественно, мы установили сюда заднюю пневмоподвеску. Ребят, это обязательное условие, если вы будете ставить себе гидроборд, в обязательном порядке предусматривайте установку задней пневмоподвески. Это офигительная штука, которая позволит вам возить нужный груз, чтобы автомобиль после загруза не просаживался, и во время движения автомобиль ведет себя гораздо более стабильнее. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам ставить пневмоподвеску. То, что мы предлагаем по стоимости 55 тысяч рублей под ключ, включает в себя 2 отличнейших мощных пневмобаллона, шланги, устройство управления и компрессор. То есть вы получаете полностью автономную замкнутую систему с кнопочкой и манометрами. Пневмобаллоны ставятся на заднюю ось в дополнение к рессорам. Устройство управления размещается вот здесь. Манометр, кнопка стравливания и кнопка подкачки. Компрессор размещается под пассажирским сиденьем. Маша, ну как дела? Друзья, ну вот такой получился у нас обзор. На выходе сухие факты, значит, Ford Transit 470 со сдвоенной кабиной, изотермическим фургоном, гидробортом на тонну, пневмоподвеской и кучей отопителей. Итак, базовое шасси Ford Transit 470 можем сделать в B-категорию, можем сделать в C-категорию. После установки второй части кабины мы получаем водителя, 2 пассажира спереди, 4 пассажира сзади. Возможность там спать, есть, мы дополнительно установили туда и жидкостной отопитель во время движения, и воздушный независимый отопитель с забиткой в бак, для того, чтобы там можно было спать. По вашему желанию комплектация автомобиля может быть абсолютно любая. Кондиционеры, там, круиз-контроли, все что угодно, все, что в заводском прайсе Форда есть, такой автомобиль для вас подобрать можно. Изотермический фургон в нашем случае с габаритными размерами: длиной 3,20, шириной 2,20, высотой 2,20, 15 кубов по внешним габаритам, по полу 5 палет вместимости. Гидроборд можно установить 750 килограмм, можно установить на тонну. В данном случае, по желанию клиента, на тонну из-за высоты платформы. Чтобы это все хозяйство работало, сюда была установлена задняя пневмоподвеска с устройством управления из салона. Все это хозяйство стоит по состоянию на март месяц 2019 года 3 100 000 рублей, с учетом всего того, что мы туда установили.
Есть возможность сделать дешевле, есть возможность сделать дороже, но исключительно под ваш бюджет и под ваше понимание того, что должно получиться в конце на выходе. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Пишите комментарии, задавайте вопросы, звоните в автосалон, приезжайте, мы всем рады, готовы пообщаться и выполнить любую вменяемую техническую задачу, которая стоит перед вами перед покупкой данного автомобиля, а также на базе любого иного шасси. Нам нравятся интересные проекты, мы любим что-то строить. До новых встреч, с вами был Кирилл Сухин, пока. И да, зарядничать надо. Хорошее замечание, да. Не хватает во втором отсеке разъемов для зарядки. USB или в идеале вообще там какой-то поставить это, да, трансформатор 12220. Потому что если люди захотят поработать, Не знаю, когда, хорошее замечание, отправим на завод. да, когда дальняя какая-то поездка, там 2-3 человека, ну, мне ноутбук, не телефон. Да, согласен. Неудобно. Мгм. Вот, Что еще здесь не так покажет эксплуатация? Я думаю, Николай Евгеньевич нам через какое-то время, через полгода-год эксплуатации мы обязательно к нему приедем, пообщаемся и выслушаем, так сказать, с полей информацию о том, что можно было добавить, что можно было изменить, чтобы сделать это лучше. плюс обтекателем со временем. Да, и мы дождемся того момента, когда разработают обтекатель и сюда его поставим. Спасибо. Все.